Здравствуйте, дорогие наши рукодельницы! Вас приветствует наш канал Хобби Тут и я, Арина Котова. Скоро уже не за горами будет Новый год. Все мы играем в восточный календарь, и по восточному календарю Новый год будет у нас год мыши. Я решила подготовиться к Новому году заранее, поэтому хочу вам показать, каких мышек я уже нашила. Я сшила вот такую мышку, пока она у меня получилась розовая мышка. Ну, я думаю, это не принципиально, какого цвета мышка. Я вообще много мышек всяких разных уже наделала. То есть вот большая такая мышка. Чем мне нравится эта мышка? Эту мышку действительно очень просто и легко шить. И я надеюсь, что по моему мастер-классу такую мышку к Новому году может шить даже девочка. Вот белая мышка у меня вот такая стоит, посмотрите. Тоже очень симпатично. Шьется она по той же выкройке, что и моя розовая. Ну и у меня еще к ней есть такой кавалер. Но тоже, ну, говорят, год крысы, пускай он будет крысом. Они стоят, можно их поставить, можно положить. И еще я шила под такой же выкройки вот такую маленькую мышку. Для чего я такую сделала мышку? Ее можно сделать и как брошку. Ну и вообще можно к любому подарку, просто как раз символ этого года будет год мыши, можно просто прикрепить к какому-нибудь маленькому, к своему подарку такую маленькую мышку. Будет очень оригинальный такой маленький подарок. Как мы будем делать с вами эту мышку? Что мы для начала должны подготовить? Первое, что мы должны подготовить, я в фикс-прайсе очень люблю вот эти тряпочки. Такие пушистые, мягенькие тряпочки. Они вообще предназначены для хозяйственных нужд. Вот я использовала вот в этой розовой мышке как раз вот такую тряпочку розовую. Вторую мышку я хочу шить серенькую. То есть я приготовила тряпочку вот эту, подобрала в цвет, мне нужен для ушек вот такой будет ситцевый кусочек ткани. И подготовила для хвостика шерстяную ниточку. То есть у меня будет вот такой, вот у моей мышки такой хвостик замечательный. Для своей серой мышки я подготовила вот такой клубочек серой шерсти. Так, и в дальнейшем то, что нам пока будет необходимо, я буду показывать по ходу нашей работы. Начинаем работать. Мы подготовили нашу ткань. Ткань я вырезаю без выкройки, складываю на уголок и по кругу, закругляя, вырезаю. Вот такая у нас получилась выкройка. Что делаем дальше? Дальше нам надо достать машину и вот так просто прострочить. Что я сейчас и буду делать. Готовили машину и начинаю шить по краю нашей ткани. Вот мы прострочили. Лишнее, что у нас вот сместилось, можно подровнять. Необходимо теперь нам вывернуть нашу мышку. У нас получился с вами вот такой кулечек. Сейчас мы его заполняем холофайбером. Я подготовила уже тот необходимый объем этого материала. И сейчас я полностью заполняю наш кулечек будущей мышки. Так, все. Мы уплотнили туда. Что нам необходимо сейчас? Нам необходимо вот этот как раз разъем, который у нас получился. Нам надо будет его вот так стянуть. Значит, я подготовила иголку с ниткой. И очень часто многие делают узелок, но мне не нравится, когда мочат палец и потом скатывают вот так. Я хочу вам показать очень интересный способ, как можно завязывать интересные узелки. У нас вот иголка наша. Мы кладем на иголку в сторону ушка ниточку и вокруг
острия вокруг носика иголки делаем виточки. Чем больше сделаете виточки, тем больше получится сам узелок. Вот я обмотала вокруг носика иголки и протягиваю через эти виточки нитку. У нас получился узелок. Вот этим узелком мы начнем сейчас сшивать нашу мышку. То есть я просто через край делаю такими стежками сборку, зашиваем. Так, я затянула. Сшиваю я нитками ирис. Они поплотнее, потолще. Что нам надо еще сделать? Ну, я говорила, что я хвостик буду делать из шерстяных ниток. То есть я подготовила шерстяные нитки. И заранее я уже скрутила эти нитки в такой жгутик. Поэтому сейчас я не буду показывать, как я скрутила. Я думаю, все умеют это делать. И вот сюда, дырочку в эту нашу, которая у нас получилась, я вшиваю хвостик нашей мышки. Ну и завязываю узелок. Все. Немножко так ее пожмыхаем, чтобы она получилась у нас такая более равномерная. Так, вот наша мышка. Что нам еще теперь понадобится сделать? Нам понадобится, ну уже давайте закончим задней частью нашей мышки. Что мы хотим сделать? Немножко выровнять ее надо. Я хочу какой-то розовой своей мышки сделать сзади такой кокетливый бантик. Значит, что у меня приготовлено? Ну, тоже такое же кружево приготовлено. То есть я завязываю бантик. И этот бантик вот сюда можно пришить, а можно подклеить. Но так как мы хотим, чтобы она такая мягкая, пушистая, клей все равно создаст такое ощущение жесткости, где будет приклеена. Поэтому я думаю, что я ее тоже пришью, этот бантик. Вот такой у нас забавный хвостик получился. Теперь нам необходимо выкроить ушки. Ушки я также буду выкраивать. Одна сторона ушек у меня будет пушистая такая, а вторая будет из ситцевой ткани. Значит, заранее я уже готовила ситцевую ткань. Отложим пока нашу мышку, чтобы не мешала. Остаточки нашей ткани этой. Ситцевая ткань наша такая вот в горошек, симпатичная, мне очень нравятся такие тканюшки. Так. Можно вырезать, конечно, заранее, уже сделать выкройку будущих ушек. Первые ушки я делала без всякой выкройки, но для вторых ушек я решила все-таки сделать выкройку. Вот такая у меня выкроечка. Я приготовила и нарисовала. У меня даже ручка в этом году подготовлена такая вот мышка. Но мышка это рисовать не хочет. Теперь осталось вырезать и прошить на машине. Так.
нас не сдвигалась, прикалываем нашу выкройку. Пришиваем. Так, мы прошили наши ушки, вырезаем и сейчас будем их выворачивать. Наши ушки готовы, и мы их выворачиваем. Такие ушки у нас получились. Так, и второе. Шовчики расправляем. Вот у нас получились два таких замечательных ушка. Что нам надо делать дальше? Дальше, чтобы они у нас на нашей мышке получились такими объемными, то есть вот сюда, мы их должны сделать маленькую складочку для них. Ниточку. Заправляем. И вот такую складочку мы делаем. Вот так, такая у нас получается складочка. Смотрим, что у нас, куда будут наши ушки. Так, это ушко вот сюда я прикалываю. И я думаю, что я его сразу этой же ниточкой и буду пришивать. Так, вот у нас такие получились забавные уши лопоухие. Ну, наверное, даже очень смешно и прикольно получилось. Что нам теперь необходимо? Мы подготовили еще вот такие глазки сюда, нашей мышки, которые мы тоже пришьем. И я подготовила черный рис и хочу вот как у этой мышки тоже сделать реснички. Ну, посмотрим. Так, значит, сначала я пришью глазки. И дальше осталось совсем чуть-чуть то, что нам надо сделать. Теперь осталось ему вышить нос. Я подготовила опять же такой
бордового цвета ирис, которым я и вышью носик нашему мышу. Вот такой забавный у нас получился мышонок. Ну, он явно получился мышонок-мальчик. Но шить вы, как видели по моему мастер-классу, его достаточно легко. То есть мы берем тряпочку в фикс-прайсе, прошиваем. Вот здесь у нас получается в форме кулечка всего один шов. И вторые две детальки надо шить, это только ушки. Все остальное просто мы собираем. Ну, вот такая парочка у меня получилась. Я думаю, что парочка очень получилась забавная, замечательная. И на Новый год получить такой подарок будет приятно каждому. Тем более, что мы все любим всякие такие. То год мышки, то год у нас поросенка. Ну вот в этом году год мышки. И мы можем вполне сделать такие сувениры к Новому году. Или в подарок своим близким и друзьям. До свидания, дорогие наши рукодельницы. Рада, если вам понравился наш мастер-класс. Творческих вам успехов, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! С вами была Арина Котова.